Всех приветствую на своем канале. В данном видео пойдет речь вот о таком приборе. Сделал я его в 2003 году. Из чего он сделан? Во-первых, стабилизатор напополам распиленный. Советский стабилизатор поддержания напряжения 220 вольт. Электроники в нем не было. Были только там трансформаторы стояли, которых сейчас в проводке-то не особо найдешь. Ну, там так мощные такие. Так. Стоит в данный момент сейчас там трансформатор. От черно-белого телевизора, такой телевизор был раньше. Рекорд 312. В или Б. В, наверное. Что уж В обозначает, не знаю, не помню. Да это не так важно для меня сейчас. В принципе, для чего он служит в данный момент? Как им можно пользоваться? Вообще я его сделал для того, чтобы простреливать кинескопные трубки. И я этим пользовался до поры до времени сегодняшнего. Так. Почему сегодняшний? Я сейчас объясню почему. Так как я им давно не пользовался, он мне не нужен. Сейчас сегодня аппаратура совершенно другая. Я перепутал. Те года я написал через амперметр. А на самом деле, на самом деле-то я подключаюсь не к амперметру, а к вольтметру. Ну, в смысле деление вольтметра. Тут вот деление вольтметра верхняя шкала, а тут уже амперметр. И я взял, подключился к амперметру. А амперметр, тут, по-моему, все понятно, что если амперметр, это прямое замыкание получается. А вот у меня из головы вылетело, вот так. Я просто машинально, видимо, делал, как говорится, не думал головой, в принципе. Подключал и ошибся. Подключил через амперметр, и когда к трубке подключил эти провода, у меня этот зеленый прожектор, он у меня так-то уже дохлый был. Точнее, он не еле светил, в смысле, это здесь показывал. Он у меня преобладал зеленым цветом. Когда включаешь его, преобладание у него было. Его нужно было прострелить. Хотя я его простреливал. Нет, ну уж это можно было его прострелить. Попытаться. Я просто его сейчас простреливал, но слабенько. Как бы бережно, так сказать. Так как у меня в данный момент прибор этого позволяет. Я могу бережно его прострелить, а могу не щадя его прострелить. Как в данный момент, правда, я его амперметром, получается, прострелил. Угу. Так, повторюсь или нет, вот это у меня... Можно сюда конденсатор прозвонить. Что сюда переключаешь конденсатор, что вот сюда можно конденсатор прозвонить. Как конденсатор, вот лампочку включаешь. Вот лампочку подключаешь, и можно конденсаторы, можно якоря прозвонить. Хоть автомобильные якоря, стартеров всяких разных, без разницы. Вот даже вот этот мультиметр, тестер у меня C2005. Даже вот его на деление 1000 ставишь, он не показывает ничего. Даже вот короткое замыкание, еле-еле шкала там отклоняется, точнее стрелочка. И почти даже не видно, что он пробивает, а он пробивает. Конечно, можно через сеть 220 проверять, но это надо обязательно. Там, в принципе, ничего сложного, вы выводите провода. Ну, я не буду выводить. У меня вот это, ко мне бывало обращались, я вот так им прозванивал. И он любое короткое замыкание сразу определял. Так, что еще сказать хотелось? Это мы лампочку сейчас до момента отключаем, и показывает у нас... в смысле, вольтметр показывает. А вот как получилось у меня через амперметр, я скажу. Вот я взял на 1000, так переключил. И вот, видите, искрит. Я его прострелил. Как мне не дошло, не знаю я. Вот так просто забылся. Ну, если бы, наверное, здесь было бы написано через вольтметр, я бы и не ошибся. Я бы вольтметр подключил. Так, что еще хотел показать. Как это происходит прострел. В данный момент вот эта лампочка уже показывает заряд. Вот это была штуковина от телефонных станций. Заходишь, там много их таких, вот они в разные положения. Видите, он сейчас никак конденсатор не заряжается. А вот его переключаешь с этого положения в другое. И тут у нас уже как бы на зарядку. Этот сопротивление, потенциометр,
вправо крутишь, значит искра быстрее разряжается. А раз влево, естественно, она больше сопротивления, и получается искра больше сохраняется. Для чего это нужно? Например, когда простреливаешь эту катод, надо, например, слабой искрой пострелить, что большая искра прострелит так, как сегодня у меня через амперметр получилось. Она его напрочь отстрелит, этот катод, напыление, и все, и он уже больше работать не будет. И ничего ты его не сделаешь, выкинешь просто все. Ну и вот это для этого служит. И как бы благодаря, то есть не благодаря, с одной стороны ты заряжаешь конденсатор, и он показывает, например, там подключаешь, и он показывает, сколько там напряжения, например, у него. А что-то вот, я сейчас не помню, как я его смотрел, это напряжение там. Ну ладно, я сейчас не буду показывать, как напряжение это сохраняется. Просто я покажу, как она, раз вот зарядил, например, конденсатор, на разрядку. Ой-ой. Так, ну, а тут меньше искра. Вот ждешь, видите, она лампочка как бы берет на себя, и этот заряд разряжается. Вот эта лампочка служит разрядом этой искры. Вот она слабенькая искра. И до сих пор этим аппаратом можно пользоваться, потому что есть еще такие кинескопные телевизоры. Я даже скажу больше, мне кинескопные телевизоры больше нравятся, как они показывают. Хоть они уже, конечно, не современные. Мне чем они нравятся? Они, во-первых, красиво показывают, ну, я не знаю, как-то более живой, мне кажется. А вот эти ЖК-телевизоры, они квадратиками, если плохой сигнал, например, они какие-то квадратики. И потом вот эта регулировка, например, как сказать, там, по диагонали, или, ну, вот как она регулируется, больше, ближе. Так она у них по-другому никак не регулируется. Если это регулировал, например, там, какой-то приближаешь, получается туловище широкое, а ноги короткие. И люди смотрят это, а я не могу смотреть. Я не могу, меня это бесит. Я вообще каждое изъяны вижу. Вот все мастера, которые эти делами занимаются, они все эти изъяны видят, наверное. Потому что я даже в интернете видел, что многие эти телевизоры не очень. В смысле, как говорится. Они, во-первых, недолговечны, у них часто летит вот это светодиоды, вот эти, ну вот это питание у них там, схем на них нету на этих аппаратах. Раньше хорошо схемы были, шли схемы, ну правда вот на такие импортные не шли, хотя и шли, наверное, тоже. В советских хорошо что было там, схемы эти были и там напряжение все написано, а сейчас ничего этого нету. А если и есть, то где-то за деньги надо, наверное, покупать. Ну, согласен, все везде покупать надо. Бесплатно ничто не дается. Так, что еще хотел сказать. В принципе, я показал, как прострелиться. Покажу, как эта система работает. Вот еще не так давно, кстати, я узнал. Раньше я об этом не знал. Например, если подключаешь питание для современной кинескопной трубки, там 9 вольт или 12 вольт. Это 6,3 для советского, говорил или нет. И когда подключаешь, и потом смотришь омметром между катодом и модулятором, и он показывал, рабочий катод или нет. Я раньше этой системы что-то, я нигде не слышал, интернета не было, я не знаю. Вот я вот такую систему сделал, как говорится. И она вот в данный момент, я сейчас модулятор подключил плюс. К модулятору, естественно, вот эти контакты, они, в смысле вот эти гнезда, или как их назвать, это от лампы советские, которые включаешь, когда в гнезда. Я их просто запаял сюда, вот. Они аккуратненько на кинескопную ножичку одеваются. Сейчас в данный момент я подключаю к красному катоду. Подключу сейчас 9 вольт питания, потому что это же не 6,3 вольта, по идее. Вот 9 вольт я сейчас подключаю. Там накал у нас происходит. Ну и может не видно. А вот тут сейчас, по идее, у нас должно... Что-то я не подключил, что ли? Так, что не работает? Ай, елки-моталки, тут опять путаюсь. Через амперметр надо было подключить. Через вольтметр. Тороплюсь. Куда? Так. А почему все равно не работает? Ну и не перепутал ли? Опять сейчас перепутали, вообще будет дела. Мне надо еще успеть. Видео-то. Угу.
Так, на модулятор минус. А на катод плюс. Вот балда. Перепутался опять. Ну, тут перепутал, это ерунда. А вот здесь перепутать с амперметром, вот это да. В данный момент у нас подключенный красный прожектор. Сейчас переключу на синий. Так. Где ты там, а? Вот синий у нас немножко меньше показывает. Она там больше преобладает синий цвет. Зеленый, естественно, зеленый у нас отстрелянный уже. Больше зеленого не будет. Все, зеленого нету. Но он еще как-то, включаю, он еще показывает немножко такой, не зеленый как-то, ближе к желтому цвету. Ну, все, в принципе. Что еще можно сказать? Вроде бы все сказал. Не знаю, кому это интересно, не интересно. Все, что было, мы же раньше занимались такими. Теперь сейчас у нас другое оборудование. И это когда-нибудь устареет тоже. Что-нибудь потом другое придумает. Каждый раз что-то новое. И раньше было большое, а сейчас все меньше. И во всем это так идет. Так. Ну все. Всем пока. Вопросов тут не нужно никаких, потому что эта техника, аппаратура это устарела, никому она уже не нужна. Нет, но все равно кто-то пользуется, конечно. Ну ладно, всем пока. Всем удачи.